Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какую красоту мы сегодня с вами будем вязать. Изумительный узор, просто волшебный. Это узор к японской модели. Посмотрите, какой он воздушный, нежный, романтичный, женственный. Столько эпитетов. Так он мне понравился. Давайте мы с вами его свяжем. Но сначала, как всегда, смотрим на схему. Раппорт узора составляет 18 петель в ширину, плюс 1 петля для симметрии узора и 48 рядов в высоту. Я предлагаю вам связать половину раппорта, 24 ряда, половину раппорта в высоту, один раппорт в ширину и половину раппорта в высоту. Вот так мы с вами свяжем 24 ряда в высоту. Я предлагаю вам вязать так, потому что элементы первой половины узора в высоту во второй половине узора вяжутся в шахматном порядке. Вот посмотрите сами. Вот у нас вот этот красивый элемент, который у нас в первой половине справа, во второй половине раппорта вяжется с левой стороны и наоборот. Элемент, который мы вязали слева, будет вязаться с правой стороны во второй половине. Я не вижу смысла вязать одно и то же два раза. У меня на образце связано 2 раппорта в ширину, 1 раппорт в высоту и еще часть следующего раппорта. Вот эти козы, часть следующего раппорта. Образец у меня по краям связан платочной вязкой, чтобы он не заворачивался при демонстрации. И мы с вами свяжем вот один вот такой элемент. А теперь давайте немножко по схеме пробежимся. Те, кто с нами вязал японские узоры, уже знают, я говорю об этом в каждом видео. Условные обозначения в японских и вообще в азиатских схемах на схеме показаны так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. Глядя на схему, можно представить себе узор при некотором воображении. Пустая клеточка – это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне, если мы будем вязать поворотным вязанием. А мы сейчас будем вязать поворотным вязанием. Если вязать по кругу, то нужно читать все ряды, как лицевые, справа налево. Все ряды. И вязать по кругу. Мы по кругу уже вяжем лицевыми рядами. И тогда не нужно набирать петлю для симметрии узора. Нужно набирать количество раппортов по 18 петель. Сколько вам надо. Если мы вяжем поворотным вязанием, то в лицевых рядах мы читаем схему справа налево и вяжем по условным обозначениям, которые нарисованы на схеме. Затем поворачиваем работу, и в изнаночных рядах мы уже читаем петли наоборот. Пустая клеточка – это изнаночная петля на лицевой стороне. Мы будем в изнаночном ряду вязать ее лицевой петлей. И если у нас лицевая петля показана в изнаночном ряду, мы будем вязать ее изнаночной петлей. У меня на схеме еще показаны накиды, вот я обвела накиды вот в этой части ажурной дорожки. В изнаночных рядах вяжутся лицевыми петлями, а в этой дорожке уже вот здесь накиды в изнаночных рядах вяжутся изнаночными петлями. И в этой части узора, вот с 9 по 22 ряд, изнаночные ряды вяжутся одинаково. То есть 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 ряд изнаночный вяжутся одинаково, что уже упрощает работу. Ну, пожалуй, все, я сказала основное. Давайте будем начинать. Набираем на спицы 21 петлю вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Для удобства вязания я советую провязать первый ряд
изнаночными петлями. Он не входит в раппорт узора, его нету на схеме, но так как у нас уже в первом ряду узора начинается перекрещивание петель, то будет просто удобнее вязать. Первый или нулевой установочный ряд мы провязали с вами изнаночными петлями. А теперь начинаем вязать узор. Первый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы провязываем изнаночную петлю. Это петля для симметрии узора. Она вяжется в начале каждого ряда. Затем берем дополнительную спицу и оставляем 4 петли на дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевые. Затем петлю с дополнительной спицы, первую петлю, провязываем изнаночной. И следующие 3 петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. Мы перекрестили 7 петель вправо так, чтобы у нас в центре была изнаночная петля. Пока это смотрится вот так. Далее 3 изнаночных. Вот центральная изнаночная петля – это центр симметрии раппорта. Относительно ее мы будем вязать узор в зеркальном отображении. Итак, 3 изнаночных. И теперь мы перекрещиваем 7 петель в левую сторону. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Следующую петлю мы оставляем на второй дополнительной спице за работой. Провязываем 3 лицевых. Затем провязываем изнаночной петлю со второй дополнительной спицы. И петли с первой дополнительной спицы мы провязываем лицевыми. В конце ряда 1 изнаночная. Во втором изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Такие ряды я видео пропускаю, и вы вяжете их самостоятельно. Вот что у нас получается на данном этапе. Мы провязали 2 ряда. Нулевой ряд я не считаю. Дальше смотрим внимательно на схему. 3 лицевой ряд, 4 изнаночный ряд, 5 лицевой и 6 изнаночный ряд мы провяжем самостоятельно. Вы провяжете самостоятельно. В них петли вяжутся по рисунку. Провязали 4 ряда самостоятельно, всего 6 рядов. И получается вот так. 7 лицевой ряд мы вяжем точно так же, как вязали первый ряд. Изнаночная петля для симметрии узора и петли раппорта. Перекрещиваем 7 петель вправо, оставляем 4 петли в дополнительной спице за работой, провязываем 3 лицевые. И петли с дополнительной спицы провязываем так. Сначала провязываем 1 изнаночную, затем провязываем 3 лицевые. Далее будет 3 изнаночных,
перекрещиваем 7 петель влево. 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Следующую изнаночную петлю оставляем на второй дополнительной спице за работой. Но я вот просто меняю петли местами. Оставили изнаночную петлю за работой, провязываем 3 лицевых, затем провязываем изнаночную петлю, оставленную за работой, и провязываем лицевыми петли с дополнительной спицы. 3 лицевых и изнаночная петля в конце ряда. В 8 изнаночном ряду провязываем петли по рисунку. Провязали 8 рядов, провязали часть узора с косичками. Теперь начинаем вязать ажур. 9 лицевой ряд. Изнаночная петля. Следующие 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном в левую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Я подхватываю первую петлю за заднюю стенку, разворачиваю ее, она у нас развернулась, скрестилась, да? И провязываю 2 вместе лицевой. У нас сверху получилась лицевая скрещенная петля. Далее делаем накид и провязываем лицевую скрещенную петлю. Вот я вяжу бабушкиным способом. Простую лицевую я провязываю вот так за заднюю стенку, а лицевую скрещенную тоже за заднюю стенку, но петлю при этом разворачиваю. Кто вяжет классикой, просто провязывает петлю за заднюю стенку лицевой петлей. Далее будет 1 изнаночная. И перекрещиваем 2 петельки в левую сторону. Оставляем первую петлю перед работой. Провязываем вторую петлю изнаночной. И петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. Далее у нас будет 2 вместе нужно провязать простой лицевой петлей. У меня лицевая петля лежит для этого удобно, а изнаночная петля неудобно. Мне нужно развернуть изнаночную петлю так, чтобы все петли лежали одинаково. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Делаем накид, изнаночная петля и вяжем узор в зеркальном отображении. Делаем накид, 2 вместе нужно провязать лицевой с наклоном вправо. Теперь у меня лежит удобно изнаночная петля и неудобно лежит лицевая. Я разворачиваю так, чтобы петли лежали одинаково и их удобно было подхватить. Главное, здесь петли перекрещивать не надо. 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали. И теперь перекрещиваем 2 петли в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой. Меняем вот так петли местами. Провязываем лицевую петлю и петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее у нас будет 1 изнаночная, лицевая скрещенная, провязываем петлю за заднюю стенку, делаем накид, и теперь нам нужно провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо так, чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Вот смотрите, я переношу, разворачивая петлю на правую спицу, первую петлю, а вторую петлю я разворачиваю 1 раз и 2 раз нужно развернуть, потому что если мы сейчас провяжем, она не будет у нас скрещенной петлей. И еще раз нужно развернуть. Вот 2 раза мы ее разворачиваем и провязываем 2 вместе лицевой. Сверху у нас лежит лицевая скрещенная петля. В конце ряда 1 изнаночная. Узор не такой уж легкий, но если внимательно вязать, я уже вам, мне кажется, тут разжевываю каждую петельку, то когда уже разберешься, дальше вязать уже намного легче.
10 изнаночный ряд. Помните, я вам говорила, что с 10 по 22 ряд изнаночные ряды в этой части узора вяжутся одинаково. Я вот вам покажу, как вяжется ряд, а дальше вы будете уже эти изнаночные ряды вязать самостоятельно. Практически они вяжутся по рисунку, только где мы вязали лицевые скрещенные петли в начале ряда и в конце, мы будем вязать здесь их изнаночными скрещенными, и накиды вяжем по-разному. Итак, 10 изнаночный ряд. 1 лицевая, не забыли, что петли читаем наоборот. Изнаночная скрещенная. Вот я простую изнаночную вяжу вот так. Изнаночную скрещенную тоже подхватываю петлю сзади. И вот она у нас развернулась. А на лицевой стороне она у нас провязалась лицевой скрещенной. Далее накид провязываем лицевой петлей и снова изнаночная скрещенная. Затем 2 лицевых, 3 изнаночных, простые изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночных, здесь в центре узора мы вяжем накиды изнаночными петлями, и 2 лицевых, и ажурная дорожка со скрещенными петлями. Изнаночная скрещенная, накид провязываем лицевой, изнаночная скрещенная и лицевая петля в конце ряда. Одиннадцатый лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону, так чтобы сверху была лицевая скрещенная. Разворачиваем петлю за заднюю стенку, и я сразу разверну изнаночную, мне так удобнее. 2 вместе лицевой, сверху лицевая скрещенная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее делаем накид, лицевая скрещенная. Далее будет 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, простой лицевой. Делаем накид, 1 лицевая, 1 изнаночная и в зеркальном отображении лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Мне нужно развернуть петли, чтобы они ровно лежали и не были скрещенными. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, делаем накид и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. Вторую петельку разворачиваем 2 раза и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. В конце ряда изнаночная петля. 12 ряд мы вяжем точно так же, как вязали 10 изнаночный ряд. Давайте я вам еще покажу еще один раз, а дальше уже эти ряды вы будете изнаночные вязать самостоятельно. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, накид провязываем лицевой, изнаночная скрещенная. Далее 2 лицевых, 3 изнаночных, здесь накиды изнаночными, 1 лицевая, 3 изнаночных, 2 лицевых и изнаночная скрещенная, накид мы провязываем лицевой, изнаночная скрещенная и 1 лицевая в конце ряда. 13 лицевой ряд, изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, так чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Делаем накид, лицевая скрещенная. Далее будет 2 изнаночных, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 изнаночных.
лицевая скрещенная, накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. В конце ряда 1 изнаночная. 14 изнаночный ряд вяжем точно так же, как вязали 10 и 12. Лицевые скрещенные петли вот в этих ажурных дорожках уже хорошо видны на лицевой стороне. И поэтому, когда вы вяжете изнаночную сторону, можно себя проверить, заглянув на лицевую сторону. 15 лицевой ряд, 1 изнаночная, снова 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Делаем накид, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная, и 1 изнаночная в конце ряда. 16 изнаночный ряд вяжем точно так же, как 10, 12 и 14. 17 лицевой ряд, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. Делаем накид, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, делаем накид, изнаночная центральная петля, делаем накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночных. Далее лицевая скрещенная, накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. 1 изнаночная в конце ряда. 18 изнаночный ряд вяжем точно так же, как вязали 10, 12, 14 и 16. 19 лицевой ряд, изнаночная петля, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. Делаем накид, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночных, 1 лицевая скрещенная, накид и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. 1 изнаночная в конце ряда. В 20 изнаночном ряду вяжем петли точно так же, как вязали в 10, 12, 14, 16 и 18. 21 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, сверху лицевая скрещенная, накид, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, сверху лицевая скрещенная, 1 изнаночная в конце ряда. В 22 изнаночном ряду мы вяжем петли точно так же, как вязали в 10, 12, 14, 16, 18 и 20 рядах. 23 лицевой ряд,
1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, сверху лицевая скрещенная. Делаем накид, лицевая скрещенная. Далее 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой. Провязываем лицевую петлю. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 1 изнаночная. И 2 петли перекрещиваем влево. Первую петлю оставляем перед работой. Провязываем 1 изнаночную. Петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой. Накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Простой лицевой. Далее будет 1 изнаночная, лицевая скрещенная, накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, сверху лицевая скрещенная. И изнаночная петля в конце ряда. 24 изнаночный ряд. Здесь петли провязываем по рисунку, но я провяжу с вами. 1 лицевая, 3 изнаночных. Здесь уже накиды мы вяжем изнаночными. Далее будет 1 лицевая, 3 изнаночных, 3 лицевых в центре, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных и 1 лицевая в конце ряда. Здесь мы провязали петли по рисунку. Здесь уже нету скрещенных изнаночных петель, и все накиды мы провязали изнаночными. Вот мы провязали 24 ряда. И вот с 25 ряда снова начинается вязаться вот такая косичка. Только уже перекрещивания будут тоже в шахматном порядке. С этой стороны у нас будет наклон в левую сторону у косички, а в конце раппорта наклон в правую сторону. Ну и, соответственно, как я говорила уже, элементы тоже будут вязаться в шахматном порядке. Ну вот, я предлагаю на этом закончить. Получается очень красиво. Великолепно смотрится как на тонких нитках. Это акрил 50 грамм 200 метров, спицы номер 2,5. Так и на нитках потолще. Это полушесть 50 грамм 135 метров, спицы номер 3. Надеюсь, что вам узор тоже очень понравился. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Приглашайте к нам своих друзей, делитесь нашими видео со всеми. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.